Производство текилы началось столетия назад. Индейцы племени ацтеков получили слабоалкогольный напиток, получивший название пульке, из агавы. Испанские конкистадоры стали перегонять его, получая сильно алкогольную текилу. Текила для Мексики означает столько же, сколько шампанское для Франции. Ее производят только в этой части света. И Мексика обладает эксклюзивными правами на слово «текила». Веками работники, которых называли химадоры, выращивали и собирали агаву для производства напитка. Агаве требуется в среднем 7 лет, чтобы созреть. По сей день агаву собирают вручную, используя остро наточенный инструмент, напоминающий мотыгу. Химадоры обрубают всю зелень. А оставшийся плод называется пина. Лезвие постоянно затачивают, поэтому горькие листья легко срезаются с пины. Текила из стопроцентного сока этих плодов агавы будет высшего сорта. Химадоры берут образец агавы и измеряют содержание в нем крахмала. Только если оно достаточно высоко, плоды попадают в перегонный цех. С помощью специальных топоров рабочие рубят агаву на 4 части, чтобы ее удобнее было запекать. Куски плодов помещают в специальную кирпичную печь, где их запекают на пару в течение 79 часов. При этом крахмал превращается в сахар. Агава размягчается и из белой становится красновато-коричневой. Запеченная пина попадает в терку, которая измельчает ее на мелкие волокна. Волокна попадают на конвейер. Затем измельченная агава попадает в яму, откуда рабочий переносит ее вилами на каменный круг, который называется тахона. Механическое колесо тахоны давит на тертую массу и выжимает сок. Нужно 2 часа, чтобы выжать весь сок. Полученную массу помещают в деревянные емкости и добавляют дрожжи. Дрожжи провоцируют брожение, процесс, во время которого сахар превращается в алкоголь. Спустя 72 часа брожения содержание алкоголя достигает 5%. Забродившая масса приобретает землистый кислый запах. Затем массу помещают в медные дистилляционные аппараты. Внутри этих аппаратов алкоголь выпаривается, и пар конденсируется в более крепкий напиток. Этот процесс называется дистилляция. После 2 дистилляционных циклов получается текила. Специалист измеряет содержание алкоголя. Теперь оно составляет 55%. После фильтрации текилу переливают в стальные емкости. Напиток разбавляют чистой водой, чтобы снизить содержание алкоголя до 40%. Теперь текилу можно пить. Она направляется на разлив в бутылки. Пока бутылки находятся вверх дном на конвейере, их ополаскивают текилой. Потом их переворачивают и наполняют ей же. Машина следит за тем, чтобы уровень был одинаков во всех емкостях. Сотрудник закупоривает бутылки. Этикетки, которые наклеивают на бутылки, следующий рабочий прозрачны, чтобы ничто не помешало убедиться в высоком качестве напитка. Для большей выдержки текилу хранят в дубовых бочонках 2 или более месяцев, в зависимости от градуса. При этом текила приобретает древесный аромат и теплый янтарный оттенок. Дегустатор лично опробует каждую партию. Он проверяет цвет и аромат и записывает свои наблюдения. Также он пробует текилу на вкус. Пройдя длинный путь, сегодня текила является ингредиентом множества популярных коктейлей. Результат выпьем за вас.